Preceding program, Sundays with Aurora, was paid for by Aurora Austriaco and guests. This is Access Radio Chicago, 1240 AM, WSBC, Chicago. The views, opinions, and beliefs expressed on this radio program by the hosts, co-hosts, guests, and or callers do not necessarily reflect those of this radio station and its ownership. The following program, OSA, is paid for by Svet International Publishing House and guests. Уважаемые господа, дамы, конечно, тоже с добрым утром. Сегодня у нас воскресенье, 11 июня, 11 утра в Чикаго. Программа «ОСА» приветствует вас в студии Сергей Егоров и я, Александр Этман. Как всегда, начнем с новостей, которые вы можете слышать не только в прямом эфире, но и по интернету, ежели подключитесь к порталу www.svet.com. Итак, новости. Сегодня вступил в силу безвизовый режим для Украины с европейским сообществом. Иными словами, все государства Евросоюза, за исключением Великобритании и Ирландии, и не входящие в Евросоюз, то есть все страны Евросоюза, плюс те, кто не входит в Евросоюз, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария, открыты гражданам Украины для свободного передвижения. Безвизовый въезд, впрочем, не означает возможности устраиваться на работу или учебу в европейских странах без соответствующих документов. Украинцы получили возможность въезжать в Евросоюз на 90 дней в каждый 180-дневный период с деловыми и туристическими целями, а также по семейным делам. Для въезда на территорию Евросоюза гражданам Украины необходимо иметь биометрический паспорт. Сотрудник иммиграционной службы вправе попросить подтвердить цели и условия поездки, доказать наличие достаточного количества денег для пребывания на территории страны Евросоюза и последующего возвращения, что немаловажно. И в случае, если ответы покажутся этому сотруднику неубедительными, во въезде украинскому гражданину может быть отказано. Это одна новость. Премьера фильма, 4-серийного документального фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» состоится завтра, 12 июня, на телеканале Showtime. По четверг включительно этот канал будет показывать по одной серии. В Россию картину покажет Первый канал с 19 по 22 июня. Вы знаете, Оливер Стоун человек достаточно странный, очень талантливый, но очень странный, в постоянном конфликте с действующей властью. Так что я подозреваю, что этот фильм будет пропутинским. Посмотрим мы его с интересом. Интересно будет, что он там скажет. Хотя выдержек уже масса, не буду вам портить впечатление, сами посмотрите. Телеканал CNN
вот, который никогда любовью к Трампу и вообще республиканцам не отличался, уволил ведущего Резу Аслана, который назвал президента США Дональда Трампа позором для Америки. Представитель телеканала заявил, что CNN больше не намерен продолжать сотрудничество с Асланом. А вы знаете, что ранее ведущая традиционного новогоднего шоу на CNN комедиантка Кэти Гриффин тоже лишилась работы из-за фотографии с окровавленной маской президента США. Руководство канала сказало, что на его руководство взгляд, это изображение оскорбительно и омерзительно. Не могу с ними не согласиться. Хотя редко мы соглашаемся с CNN. Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, Сейф аль-Ислам, сегодня вышел на свободу после 6-летнего заключения, попав под всеобщую амнистию. Вот так, по-простому. Не он один вышел. В июле 2015 года аль-Ислам был приговорен к расстрелу за нарушение государственной безопасности, попытку побега из тюрьмы и осквернение национального флага. Саудовская Аравия внесла изменения в законодательство страны сегодня. Теперь ношение маек и вообще любых вещей с логотипом Qatar Airways, а мы сегодня много будем говорить о главном, на мой взгляд, событии последних дней, может стать основанием для тюремного заключения сроком на 15 лет или штрафа на сумму в 135 тысяч евро. Отметим, что Qatar Airways является спонсором Барселоны, футбольного клуба. Логотип компании расположен на форме игроков этого каталонского клуба. Правда, сегодня стало известно это стало давно, но сегодня лишний раз руководство Барселоны заявило о том, что логотип Qatar Airways в следующем сезоне исчезнет с формы с Барселоны. Каталонский клуб подписал 4-летнее соглашение с другим спонсором, японским онлайн-магазином Rakuten. Coca-Cola отправляет Zero в отставку и запускает новый диетический вариант. Опросы показали, что американцы, это интересно, в большинстве своем не понимают, что Zero, то есть Zero, цифрой и Zero словом, означает отсутствие калорий в напитке и сахара. Поэтому компания Coca-Cola объявила решение постепенно прекратить выпуск Coca-Cola Zero в связи с тем, что это очень сложно для восприятия нашего народа сахарозаменителем, и заменить ее такой же отравой под названием, а сейчас она будет называться Coca-Cola No Sugar. Coca-Cola без сахара, чтобы было понятно даже, все, обойдемся без, да. 20-летняя рижанка Алена Остапенко, героиня Парижа. Не имевшая до этого за своими плечами ни одного титула, она преподнесла вчера, конечно, я знаю, что Егоров будет соловьем петь во втором часе об этом и правильно сделает, а я кратко. Преподнесла главный сюрприз первого полугодия мирового спортивного года, я не побоюсь этого сравнения, выиграв в Париже финал Ролан Гаррос. Кстати, меньше часа назад Рафаэль Надал разгромил Стена Вавринку в 3 сетах и тоже выиграл. А вчера вот Остапенко, она взяла верх над третьей ракеткой мира, румынкой Симоной Халеп. После поражения в первом сете Алена уступала во втором с счетом 0-3, но повернула ход матча вспять. Остапенко не просто выиграла свой первый турнир «Большого шлема», а вообще завоевала свой первый титул в карьере. До этого она проиграла 3 финала на турнирах WTA, последний из них на турнире в американском городе Чарльстоне. Она стала первой чемпионкой турнира «Большого шлема» из Латвии и сделала то, чего никак не мог добиться ее соотечественник и недавний кумир, не знаю, может, кумир до сих пор, Эрнест Гулбис. Остапенко самая молодая чемпионка «Большого шлема» после Светланы Кузнецовой, которая выиграла US Open в 2004 году. Это для меня странно, потому что, по-моему, Шарапова выиграла в 17 лет Уимблдон. Это ошибка. Это неправильно, я только что вам сказал. Вот и тут же сам себя поймал. Также Остапенко, приехавшая на Ролан Гаррос 47-й ракеткой мира, стала первой несеянной чемпионкой этого турнира аж с 1933 года. Интересно, что последним человеком, которому удавалось выиграть свой первый титул на турнире «Большого шлема», был бразилец Густаво Куэртен. Он сделал это на Ролан Гаррос 8 июня 1997 года, в тот самый день, когда на свет в рижском роддоме появилась Алена Остапенко. Кстати, зовут ее Алена дома, папа с мамой.
а не Елена. Теннисом она начала заниматься в 6 лет. Грунт при этом не является ее любимым покрытием. Алена предпочитает хардкорты и любит также траву. Ну, посмотрим, как она будет играть после такой напряги в Уимблдоне совсем уже скоро. За свою победу на турнире она заработала 2000 рейтинговых очков и 2 миллиона 100 тысяч евро призового фонда. До Парижа заработок латвийской юниорки, она еще юниорка, ей 20 лет, в принципе, составлял 1 миллион 75 тысяч. Вот так вот разом она там решила. И сейчас она стала, завтра будет официально об этом объявлено, уже 12-й ракеткой мира. Ее задача, конечно, ну, судя по девочке, по тому, что она говорит и как она себя ведет, она хочет быть когда-нибудь первой ракеткой. И дай бог ей удачи. Ты будешь говорить, наверное, о папе, поэтому я это упущу. Не будешь говорить о папе? Не, такие подробности нет. Единственное, что я хочу сказать, она прекрасно сложена для тенниса. Это 1,77 м, такой европейский рост, да, не маленькая и в то же время не громадина, как есть на Не надо. Да. Наши хорошие девчонки. Нет, я не в этом плане. То есть все начинается для нее, знаешь, если говорю, чудес не бывает, то оказывается бывает. Бывает. И вот что сказал вчера папа чемпионки Евгений Остапенко. Он сказал, главный молодец, так сказал. Главный создатель победы моя жена Елена Яковлева. Она сказала мне когда-то, он ее назвал женой, она и мама и есть, просто осталась на своей фамилии. Алена создана для тенниса, когда сказал. Если бы это, говорит он, сказала просто мама моей дочки, то я бы не поверил. Но Лена тренер теннисный, и мы посвятили дочке нашей жизни. Понимаете, если серьезно заниматься, ничего больше не остается. Как можно работать, если в месяц по 3 раза находишься неизвестно где? Ну, искали способы заработка через интернет, сбережения у нас были, на них жили. Фрагментарно так работали, брали на дом разные работы, тренировали частным образом других детей. Ну, в общем, денег хватило. К нашему счастью, потом появились 2 человека, которые дали достаточно серьезные суммы и попросили нигде и никогда не упоминать их имена. Им понравилась игра Алены, они увидели, что она выиграла юношеский Уимблдон, видели другие результаты, успехи, и за счет этого мы как-то выдержали. Вот такая вот история. То есть чудес, как ты только что сказал, не бывает. И не было бы этих 2 спонсоров, чьи имена мы, в принципе, знаем, но раз о них не хотели говорить, то и я не скажу. Вот, ничего бы не было. Но девчонка, конечно, очень талантливая. В первую очередь родители, конечно. Да. От приятного перейду к еще более приятному, хотя, конечно, дурит нашего брата, то есть нас. Дело в том, что Катару, кстати, ударение в названии этого Эмирата падает именно на первый слог, прописали катарсис, то есть оздоровление или очищение. Тут важно, кто прописал, ребята, потому что в данном случае врач не здоровее пациента. Но сделаем вид, что ни черта не понимаем, и попробуем толкнуться от того варианта, который нам предложили. Хотя на самом деле за всем этим стоит визит нашего президента в Саудовскую Аравию и его встреча с 50 главами мусульманских государств. Я хочу понять, что Трамп им наобещал, и что это будет в конце, я вам скажу. Я во всем этом не очень уверен, но сейчас к официальной версии перейдем. Итак, на этой неделе в небе над землей образовалась огромная дыра. Ее причина, вы верно догадались, терроризм. Только не одиночный теракт, а государственная поддержка терроризма Эмиратом Катар. В результате чего Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и, главное, Египет, а позже еще несколько малых государств прервали с Дохой отношения и объявили этой суннитской, то есть братской по вере, получается, да, стране полный бойкот. Стала почти сразу же известна причина такой небывалой реакции соседей Катара, видите. Как сообщила Financial Times со ссылкой на представителей катарского правительства и полевых командиров, власти Эмирата признали выплату $1 миллиарда международным террористам. И это только, внимание, в апреле текущего года. $1 миллиард. Катарская правящая семья стала сразу же через 24 часа после того, что случилось, утверждать, что это был выкуп за попавших в заложники террористам членов королевской семьи, но соседи почему-то в эту версию не верят. За последний век сунниты столь плотно и эффективно объединялись лишь против одной страны, как вы, естественно, понимаете, это Израиль. Нефтяной бойкот США был лишь следствием антиизраильской суннитской политики, как, кстати, и бойкот Египта после Кэмп-Дэвидского договора. Но времена меняются на наших глазах и меняются до неузнаваемости. Впрочем, и арабские страны изменились за последние полвека, то есть теперь им есть что терять
кроме своих углеводородов. К примеру, государственная компания Qatar Airways стала одной из самых больших и качественных, действительно качественных в мире. Она занимает 4-е место по рейтингу агентства Skytrax среди 7 авиакомпаний, имеющих рейтинг в 5 звезд. Кстати, ни одной европейской компании там нет, американские есть. Катарцы выполняют более 150 маршрутов, не считая бесчисленных грузовых перевозок. Через хаб Доха ежегодно пролетает около 40 миллионов пассажиров, среди которых миллионы европейцев, направляющихся в Азию, и американцев тоже. И вот в понедельник утром практически все эти частоты освободились. Страны-бойкотеры закрыли свое небо для Qatar Airways. А если вы глянете на карту, то Катар устроился так, что без права пролета на территории стран, против которых он вел тайную войну, его самолетам остается лишь кружиться над морем или обращаться к исконным врагам, иранцам, за воздушными коридорами. Выходит, одна из крупнейших авиакомпаний с ее 192 современными лайнерами покидает небо Земли. Кто же займет ее место? И еще интересный вопрос. Катарцы заказали и частично уже оплатили 222 Боинга и Аэробуса. Что теперь будет с ними? И, кстати, освобождается еще одно вкусное местечко. Чемпионат мира по футболу в 2022 году вроде бы не может состояться в стране, подвергнутой не санкциям, даже а тотальному бойкоту соседей. Правда, президент ФИФА Инфантино сегодня сказал, что все устаканится и, скорее всего, все будет хорошо, но посмотрим. Так что глобальных дыр образовалось на этой неделе больше одной, и еще, вероятно, прорежется глубокое, что будет с катарским газом. Но из всех этих отверстий торчат уши бескровной революции, вернее, ее первой в стране, в регионе попытки. Главный ее вопрос: могут ли соседи трансформировать в нужную им сторону неугодную монархию? Или вовсе не сложить ее? Заменить первое лицо наследником? Можно ли это сделать не военным путем, да еще при союзнической поддержке единственной мировой сверхдержавы – нас? Ведь в Катаре размещен штаб американской региональной группировки, крупнейшая авиабаза. Более 10 тысяч личного состава. Сначала Вашингтон послал эмиру луч поддержки, заявив, что США не намерены пересматривать свои союзнические отношения с Катаром. Хотя в Катаре, самом богатом государстве мира, с проклятиями в наш адрес страны, народ принялся сметать с прилавком все продукты и вообще все. И их враги, сегодня иранцы, направили в Катар 5 самолетов с продовольствием. Как сообщил официальный представитель Iran Air, на борту каждого из самолетов находится около 90 тонн продовольствия, в основном овощи и фрукты. В Катаре понимают, откуда подул этот убийственный ветер. Разыгрывая эту очевидную партию, госсекретарь нашей страны Рекс Тиллерсон сказал, что страны Персидского залива должны ослабить блокаду Катара, поскольку она мешает борьбе с террористической группировкой «Исламское государство», что заставило удивленно вскинуть брови даже дураков. И именно для них Тиллерсон наутро поправил себя, сказав, что бойкот Катара негативно сказывается на деловых отношениях и торговле, а также наносит ущерб обычным гражданам страны. Вслед за этим президент Трамп заявил как-то негрозно: Катар, к сожалению, цитирую, исторически был спонсором терроризма на очень высоком уровне. Мы просим Катар и другие страны в регионе срочно прекратить поддерживать террористов. Короче, несмотря на зияющую дыру в небе Катара, земля под ее правителем все еще не разверзлась. Но тектонические плиты, на которых держалась политика эксцентричных суннитских монархий залива последние так лет 50, явно пришли в движение. Правда в том, что Катару явно необходим глобальный катарсис, очищение, оздоровление. Другая правда в том, что такой же катарсис нужен и тем, кто прописал оздоровительную блокаду Катару. Например, футболисты сборной Саудовской Аравии отказались почтить память погибших при теракте в Лондоне. В то время как игроки и болельщики сборной Австралии перед началом отборочного матча чемпионата мира замерли на минуту молчания, саудовцы бродили просто по полю, а запасные игроки, сидя на скамейке, аплодировали. Мерзкие фанатичные уроды. Я называю, извините, вещи своими именами. Кому не нравится, тому, значит, не нравится. К теме Катара я еще вернусь, а пока Черногория. Маленькое и совершенно очаровательное балканское государство стало на этой неделе 29-м по счету членом Североатлантического альянса. В 1999 году прошлого века, в конце, во время войны в Косово, самолеты НАТО совершали массированные бомбардировки территории Черногории. Кстати, следы я видел лично.
которая входила тогда в состав Союзной Республики Югославии. Спустя 18 лет, 5 июня 2017 года, Черногория сама стала членом НАТО. Официальная церемония вступления в НАТО прошла в здании Госдепартамента Соединенных Штатов, который традиционно считаются патроном данного военно-политического блока. Документ о вступлении своей страны в НАТО в качестве 29-го члена подписал премьер-министр балканского государства Душко Маркович. Всего лишь пару недель назад черногорский политик впервые принял участие в саммите НАТО, проходившем в Брюсселе. Тогда, правда, еще в качестве наблюдателя. И именно тогда его прилюдно, довольно по-жлобски, оттолкнул из первого ряда наш президент. Повторю, я доволен, что нашей страной руководит не Хиллари Клинтон. Но где жлобство, там жлобство, и я снова называю вещи своими именами. Опять же, кому не нравится, тому не нравится. 7 июня флаг Черногории был торжественно поднят перед зданием брюссельской штаб-квартиры Альянса. Между прочим, не все было гладко. Окончательное решение о вступлении Черногории в НАТО было парламентом Черногории принято в конце апреля, после длительной внутриполитической борьбы. Достаточно сказать, что на заседании парламента, где рассматривался вообще сам вопрос, присутствовали только половина депутатов, остальные участвовали в уличной акции протеста против этого решения. Маленькая страна на берегу Адриатики с населением чуть больше 620 тысяч, надо правильно говорить, мне тоже. Фактически расколота по вопросу о членстве в Альянсе была, однако руководство страны изначально считало, что речь идет об историческом решении. НАТО, так же, как и Евросоюз, являются сейчас гарантом мира и стабильности, сказал премьер Черногории. Вот. И она, вернусь к этой теме, оказалась в центре внимания на последнем саммите НАТО. Напомню для тех, кто не в курсе, я так коснулся просто вскользь. Было так, в ходе осмотра нового здания штаб-квартиры Альянса президент США, пробираясь вперед к журналистам, грубо оттолкнул Душко Марковича в сторону, чтобы занять место в первом ряду. И эта телевизионная картинка вызвала широкий общественный резонанс. Противники членства Черногории в НАТО поспешили тогда заявить, что тем самым американский президент четко показал балканской стране ее будущее место в Альянсе. По мнению многих экспертов, вступление Черногории в НАТО выгодно в первую очередь самому НАТО, ведь тем самым укрепляются позиции Альянса у берегов Адриатического моря и является серьезным геополитическим фактором этот момент. Москва разочарована, естественно. Ввела эмбарго на экспорт вин черногорских, чудесно, кстати. 10 миллионов бутылок в прошлом году выпили россияне. А МИД Российской Федерации, отмечая якобы рост антироссийских настроений в Черногории, не рекомендует теперь своим туристам отправляться в эту страну. Что очень забавно, потому что в Черногории очень много русских живет. Очень. Я точную цифру не знаю, но очень много. Там всюду русская речь звучала. Я со своей стороны настоятельно рекомендую вам всем туда ехать. Шикарно, но очень недорого. Народ гостеприимный, море теплое, солнце ласковое, кухня просто удивительная, превосходная. Горы, water-рафтинг, рыбалка, охота, пляжи, достопримечательности разные. И повторю, то же, что в соседней Хорватии. Лететь, кстати, лучше туда, в Дубровник, как раз в хорватский. Очень близко оттуда. Где-то минут, наверное, мы ехали 35-40. Но в 2-3 раза дешевле. Мой любимый курорт на Адриатике, кстати, красавица Будва. Так называется город Будва. Недавно московский суд подвел итог исторической битвы между бизнесменом Алишером Усмановым и демонстративно яростным борцом с коррупцией Алексеем Навальным. Напомню, что Навальный разместил в сети фильм «Он вам не Димон», мы об этом говорили, в котором рассказал, что бизнесмен Усманов не платит налоги в России, а главное, что он подарил премьер-министру Дмитрию Медведеву загородный дом и роскошный участок земли. Короче, обвинил в даче взятки в особо крупных размерах. В ответ на это Усманов тоже снял кино, в котором обвинил Навального во лжи и жестко выявил: «Тьфу на тебя, Навальный». Последовал многочисленный обмен роликами, разными тьфу-тьфу-тьфу, пока, наконец, научно-фантастический жанр не уступил место документальному, то есть пошел судебный процесс. И тут надо сказать, что Усманов проявил отвагу, решил сразиться со своим противником на его поле его же оружием. Биться с блогером при помощи блога — это, по-моему, вернейшее самоубийство.
Кстати, фильм Навального, чтобы вы знали, посмотрели более 20 миллионов человек. Это большая цифра. Но, на удивление, пожилой грузный мужчина, явно не российской внешности, впервые вылезший на большой экран, не получил нокаут от молодого красавца и продержался 3 раунда, вызвав даже определенные аплодисменты публики. Когда же поединок перешел на поле Усманова, он не борется с властью, а поддерживает ее, кто не понимает, то в его победе нокаутом уже в первом раунде мало кто сомневался. Вроде как ни крути, а бизнесмен близок к Кремлю, что для суда российского имеет важное значение. Да и речь, по сути, шла о репутации Димона, то есть премьера Дмитрия Медведева. Так что итог был вполне предсказуемый. И так оно и получилось все. Договора ударений у Навального не было на руках. Все это было по слухам, поэтому, суд, в общем-то, любой суд счел бы недостаточным. И приговорил. Суров, но справедлив. Вот такой вот. Удовлетворить иск Усманова, признать оспариваемые сведения порочащими его честь и достоинство и обязать Навального в течение 10 дней ничего не заплатить. Потому что зачем Усманову деньги Навального, которые у него и так нет? Удалить видеоролики и публикации, размещенные на указанных адресах, и опубликовать опровержение. И все. У японцев есть мудрая поговорка. Когда рисуешь ветвь, нужно слышать дыхание ветра. Русская поговорка, естественно, более прямолинейная. Не плюй против ветра. Вот Усманов все делал по ветру, а Навальный... я уже не скрываю, не первый раз, что отношусь к нему, конечно, это несерьезная позиция, вообще это смешно и не очень. Ладно, снова к Катару, потому что это важнее. А тем более, что кто-то, может быть, подключился к нам недавно. Только теперь я буду говорить уже безо всяких дипломатических экивоков. Оказалось, как мы уже с вами поняли в начале передачи, победить террор, как говорит Усманов, тоже расплюнуть. Тьфу-тьфу-тьфу. Надо только знать, в кого плевать. Стоило Дональду Трампу обозначить борьбу с террором в качестве условия многомиллиардной сделки по продаже оружия, вот она, где мы узнаем все потихонечку, если думаем. И борьба немедленно вступила в решающую фазу, миновав подготовительные. Вот в этом правда. И это здорово. Только вот лицемерное заявление Тиллерсона как-то портит впечатление от столь мощного шага нашей страны. Здорово. Это действительно прекрасный шаг. Сильный и справедливый человек, страна, не должен оправдываться, спасая мир. И придумывать там что-то. Ладно, главным пособником терроризма по подсказке Трампа его арабские коллеги назначили Катар. Как я уже говорил, немедленно разорвали с ним все отношения. Даже самолетом запретили катарским над собой летать, оставив полуостров с 2 миллионами проживающих на нем соплеменников без связи с внешним миром. Даже непримиримая Украина применила к России столь решительные меры только на 3-м году военных действий. А тут буквально в лед. Терроризму нет и точка. Но еще раз повторю, в принципе, вакансию страны-изгоя, неожиданно освобожденную Израилем, могло бы занять любое из государств, нынче осуждающих Катар за пособничество терроризму, поскольку пособничали ему все те, кто его сейчас бойкотирует. Миллиарды реалов, динаров, фунтов, а также долларов и евро и золотые слитки были переведены на счета и в закрома Хамаса, Хизбаллы и прочих террористических организаций были потрачены на оружие, рытье туннелей, зарплаты чиновникам, премии родственникам шахидов-смертникам. Это же известно, они не скрывали этого. И любую из этих стран можно легко поставить перед судом историю по той же самой статье, за что они сейчас судят Катар. Страны победнее после каждой попытки Израиля защититься от очередной волны террора выступали с осуждениями сионистской агрессии, отзывали из Тель-Авива послов, если такие имелись, и принимали деятельное участие в антиизраильских вакханалиях. Например, осуждение Израиля было главной и единственной темой Всемирной конференции по борьбе с расизмом, который проходил в Дурбане осенью 2001 года за 4 дня до 11 сентября 2001 года. В общем, тендер могло бы выиграть любое из государств, сегодня единым фронтом выступающих против террора. Но Катар, конечно, наиболее удобен для того, чтобы именно на нем осуществить мечту об арабском единстве. Он и побогаче других, и население там покультурней, и запасы гада по неисчерпаемой, газа я имею в виду. Да еще это Аль-Джазира, которая всех арабов заколебала, так же, как и
нас всюду лезет со своими разоблачениями. А я тебе скажу, почему я говорю нас, потому что они все время присылают мне там написано: господин Эльтман, ваше арабское телевидение, вот, я откладывал их, я хочу, когда их будет 20, я хочу сфотографировать там, или не забудьте подключиться, они, видимо, считают, что я араб. Подрывая средневековые устои, которыми дорожат союзники Трампа. Так что на этот раз пусть пособником будет Катар, раз уж Трамп попросил обязательно с кем-то побороться. Примерно в такой бескомпромиссной и прямой атмосфере проходит сегодня формирование нового военного союза, который аналитики уже назвали ближневосточным НАТО. И как это все будет происходить, мы с вами будем в ближайшие дни, как это будет блокада вестись, мы с вами посмотрим. А сейчас мы делаем небольшой перерыв на рекламу, после которой у нас в студии будет гость, не уходите, ну а потом продолжим. Этот рекламный блок начну с следующего объявления. Mid-America Furniture приглашает всех в свой магазин. У нас вы найдете большую коллекцию спален, столовых стенок, столов со стульями и многое-многое другое. Наша мебель высокого качества и по очень доступным ценам. Большой выбор софа Sleeper из Европы. Мы в бизнесе 24 года, и все эти годы радуем покупателей качественной мебелью. У нас много клиентов, и мы всегда рады им. Приходите, мы ждем вас. Спросите менеджера G и получите дополнительную 5% скидку. Рекламу нашего магазина вы можете увидеть в газете «Суббота плюс». Мы работаем с понедельника по пятницу с 10 утра до 8 вечера, в субботу и воскресенье с 11 до 5 вечера. Адрес нашего магазина 7546 North Milwaukee Avenue и телефон отметьте для себя 773 761 2106. И еще одно объявление. Bella Sana Med Spa. Лазерные процедуры в медицинском офисе. Лучший лазер на маркете Кутера. Самое высококлассное оборудование для лазерного удаления волос и пятен на лице и теле. Удаление волос начинается с $75 за участок тела. Специальное предложение. Упомяните Svet и получите 30% скидку на первый сеанс. Лазер Skin Genesis. Лазерная терапия кожи для борьбы с возрастными изменениями, розацией, угревой сыпью, шрамами, улучшение состояния кожи. Также в офисе делают все виды филлеров, ботокс и другие процедуры для красоты. Бесплатная консультация. Доктор говорит по-русски. Для назначения консультации звоните по телефону 847-298-33-38. Напомню, адрес 1400 Golf Road, кабинет номер 201, это в Дисплейнсе. И переходим еще к небольшому блоку рекламы. Центр восстановительной медицины под руководством доктора Андрея Иванченко расположен в Баффало Гров по адресу 985 South Buffalo Grove, телефон 847-681-1161. Индивидуальные и групповые путешествия, авиабилеты, туры, круизы, лыжные курорты. Компания работает напрямую с поставщиками, поэтому гарантирует самые низкие цены на момент заказа. Я говорю о компании Frosh International Travel. Она расположена в Дирфилде по адресу 500 Lake Cook Road. Телефон 847-572-02-55. Представитель компании Инна любезно ответит на все ваши вопросы. Автосалон Star Nissan традиционно предлагает надежные автомобили по отличным программам. В салоне говорят по-русски. Автосалон расположен в Найлс по адресу 5757 West 2 Avenue. Телефон 847-906-2389. Как я говорю, в салоне говорят по-русски. Affordable Optica. Самый большой выбор оправ и солнцезащитных очков от лучших дизайнеров. Эксклюзивно в Affordable Optica. Имеются в продаже не ломающиеся оправы для детских очков. Компания Mirrorflex позаботилась об этом. Специальное предложение: при покупке 2 оправ цены начинаются от $99. Набор же контактных линз на 7 месяцев, включая проверку зрения, от $139. Непревзойденная цена на профессиональный глазной сервис для всей семьи. Еще раз номер телефона 847-419-9009. И повторю еще раз адрес 92 South Milwaukee Avenue, Виллин.
Если у вас возникли вопросы при получении моргича, вы хотите приобрести что-либо из недвижимости, наверное, стоит вам обратиться к Виктору Болотникову из компании Home Loan Solution. Он неоднократно был у нас в эфире, рассказывал, что необходимо для этого сделать. Я уверен, наверное, первый звонок для предварительных консультаций очень-очень важен в этих вопросах. Виктор гарантирует лучшие рейты, курсы, как угодно это называйте, ну и за очень-очень весьма такой низкий гонорар, что немаловажно. Компания расположена по адресу 420 Лейкук Роуд в Дирфилде. И еще раз номер телефона 847-401-6802. Ресторан Миконос. Попробуйте Грецию на вкус. Давний, надежный друг нашей общины. Здесь вкусно и не грустно. Расположен он по адресу 8660 West Golf Road в Найлсе. Номер телефона 847-296-67-77. Все лучше, чем слона кухни Леонов, к вашему столу ежедневно. Нашему меню, так утверждают хозяева этого ресторана, 25 веков. Великолепное обслуживание, полный бар и умеренные цены. Еще раз повторю номер телефона 847-296-67-77. Что чувствует человек, у которого болят зубы, я, честно говоря, уже забыл. Итог от того, что моим дантистом является доктор Джекоб Лейк, который является руководителем известной клиники Illinois Dental Center. В офисах принимают более 10 врачей, выпускники лучших стоматологических школ США. Клиники оснащены самым современным оборудованием. Лазерное лечение зубов и операции на деснах без анестезии, импланты, лечение кариеса, протезирование, словом, все. Помимо нового офиса в Мандалайне, врачи Illinois Dental Center по-прежнему принимают по адресам 2806 West Divan, 6051 West Beaumont, это в Чикаго, и Виллингер. Телефон там такой 847-229-1700. Хотите иметь здоровые и красивые зубы? Обращайтесь в Illinois Dental Center. Вниманию бабушек, дедушек, пап и мам, старших братьев и сестер. Не будьте упрямыми и перестаньте спорить, потому что не каждое увлечение ребенка может перерасти в его будущую профессию и стать призванием на всю жизнь. С этим трудно спорить. Но Антон Швед занимается именно тем, что может, и я имею в виду, что может поменять и стать призванием. И это, уверяю, поможет вашим детям и внукам. В RoboThink, а я сегодня буду говорить об этой компании вместе с его основателем, но это через пару минут. С малых лет в детях воспитывают грамотных специалистов, которые не только будут заниматься на протяжении своей жизни любимым и, что очень важно, востребованным делом, но и получать за свой труд высокое вознаграждение. Как с этим совсем познакомиться? Дело в том, что вот-вот начнут работать лагеря. С 12 июня по 18 августа они будут работать. Есть два лагеря, которые работают всего по 1,5 часа в день. Это в Мандалайне и в Баффало-Гроув. Мы адреса обязательно вам скажем. А вот в Вилмете и в Лейк-Блафф они будут работать полный рабочий день. Я сейчас скажу, это с 9 до 12 и с часу до 4 для деток. Главное сразу, здесь занимаются с детьми от 5 до 12 лет созданием и программированием роботов. И все это в форме игры, очень увлекательной. Вот дети, поверьте, не захотят уходить домой. Каждый лагерный день в Лейк-Блаффе, напомню, и в Вилмете, кстати, запишите. В Лейк-Блаффе это 37 Sherwood Terrace, Suite 122, естественно, Лейк-Блафф. И телефон бесплатный 800, если что не так, поправьте меня. 800-733-2863, повторю, 800-733-2863. А в Вилмете это адрес такой: 3520 Лейк-Авеню, Suite 201, Вилмет. Телефон 847-345 47-64. Они есть у нас на сайте www.svet.com. Ну и, конечно, вам лучше выходить, чтобы познакомиться с этим после того, как вы послушаете меня, потому что я доходчиво вам расскажу, что это такое. www.myrobothink, то есть my robot
или робо, наверное, скорее, и в конце think, как думать, .com. Итак, я уже сказал, что с 9 до 12 в Лейк-Блаффе, в Вилмете, в лагерях, и с часу до 4 2 сессии будут там проходить. Ваши дети могут заниматься в течение обеих сессий или одной, по выбору. С полудня до часу дня дети отдыхают и едят. Ланчи нужно приносить с собой. Кроме того, не лишним окажутся небольшие закуски. Ну, зарегистрироваться можно на сайте, название которого я уже произносил, www.myrobothink.com, или позвонив по телефону, внимание, 847-219, много телефонов, но они все вам нужны, 847-219-9903, 219-9903. Деткам нынешнего поколения, в отличие от нашего, несказанно повезло. Они отлично знают, кто такой робот, и как с ним обращаться, и как с ним общаться. И в это с трудом верится, но ребенок сможет найти общий язык с любой техникой. В RobotThink детям помогают создавать трансформеров и роботов своими руками. В процессе обучения, кстати, используется методика Монтессори, которую Антон Швец освоил досконально. Его мама владела школой. Или владеет до сих пор. Да, до сих пор владеет. А летние лагеря RobotThink позиционирует себя с приставкой STEM. S-T-E-M. Это учебная философия, такая система, основанная на идее обучения детей с упором на науку, технологии, инженерию, математику, причем с прикладным подходом, что очень важно. И вы, может быть, полностью уверены, отправляя своих чат в RobotThink, вы делаете, помимо всего прочего, правильное вложение. С ними будут заниматься робототехникой грамотные педагоги. Они научатся самостоятельно программировать роботов, собирать и оживлять груду металла и пластмассы. А также вы заметите мгновенный прогресс в логическом мышлении, мелкой моторике рук, в наблюдении и изучении причинно-следственных связей. Звучит, может, и сложновато, но, повторю, все это будет достигнуто в ходе увлекательной игры. Детям будет там в кайф. Ребенок, посещающий RobotThink, становится усидчивым, думает, прежде чем что-то сделать. У него есть возможность изучения программирования с раннего возраста, развивает логическое и математическое мышление, формирует планы и алгоритмы действий, что способствует его дальнейшему развитию как преуспевающего лидера. Ставя эксперименты, проводя опыты и создавая бесподобных роботов, ребенок приобретает несказанный успех и радость за свои труды. Он учится работать в коллективе и общаться с детьми-единомышленниками, тем самым заводя новых, качественных друзей. Я хорошо знаю родителей Антона и видел, как он воспитывался, поэтому в том, что этот молодой человек превратился в преуспевающегося бизнесмена, который вкладывает душу в свое дело и работает предельно честно и вдохновенно, для меня ничего удивительного нет, и я еще раз гарантирую, RobotThink, ваши дети будут в надежных руках. А вот такое затянувшееся представление сейчас заканчиваю. Почему? Потому что Антон Швец сегодня в нашей студии. Здравствуй, Антон. Здравствуй. Теперь во-первых, все, что я сказал, правда? Да. Ну все, до свидания, Антон. Расскажи, вот берет наш слушатель своего сына, дочку или внучку с внуком и регистрирует, и приходит в первый день к вам, допустим, 12-го, или не может они куда-то уезжают, потом на вторую половину. Ну да, понял. Что их там ждет? Кто их там ждет? Будет наши учители, или я буду там. И, короче, на первый день мы учим детей, как пользоваться наша система там. Потому что мы пользуем там, это мы не пользуем как Lego, как много игры Location делает. Это у нас есть самостоятельный вещь там. So, мы учим детей, как пользоваться эти, и потом мы начинаем прямо в первый день строить эти роботы, как пользоваться этой электроникой, и каждый день после это становится труднее и еще интереснее. Все происходит, естественно, только на английском языке. Да. Сейчас ты не напугал людей? Все труднее. Это же дети русской комьюнити. Ну да. Что значит трудно? Я не хочу трудно. Ну это... Интересно это одно, трудно это другое. В хорошем смысле. Да. So, они играют игры каждый день. И они делают... они решают много проблем.
И эти проблемы становятся чуть-чуть труднее каждый день, потому что мы хотим учить их. Это не только, чтобы они пришли и подурачились где-то и потом ушли. То есть серьезно? Это, не смотрится серьезно, когда ты смотришь на его. Да, это очень серьезно. То есть каждый раз усложняется. Да. Какие-то задачи усложняются, чтобы им было тоже интересно. Да, конечно. Потому что мы учим им другие механизмы каждый день, как строить другие роботы, как программировать эти роботы, как учить другие концепции на эти программы, чтобы ты мог лучше роботы сделать, чтобы умнее роботы сделать, и все вот так. А вот такой вопрос. Вот то, что они у вас научатся хотя бы там какие-то дни, они это могут повторить в домашних условиях? Да. Много раз дети, которые идут на наши классы, они идут назад в школу. Или если школу имеет какие-то класс близко, как эти, наших детей учат их учителей, как это делать. Вот я хотел задать этот вопрос. И вот эти все юные вундеркинды потом приходят в нормальную американскую школу, им там вдувают, они говорят, не, это не так надо сделать. Это надо сделать так. Это было 25 лет назад. Хорошо. Ты, кстати, Сережа, для тебя еще рано. Она у тебя еще маленькая, внучка твоя. А я не для нее. Ты для себя? Там, с 5 до 12 лет, Сережа. С 5 до 12. Хотя в определенный момент, мне кажется. Интересно это наблюдать, посмотреть. Потому что когда дети делают, и глаза так горят, и они понимают, что они уже столько много знают, и они хотят этим поделиться. Но здесь же задача еще и другая. Вот для этих деток, которые первый раз придут, посеять семена, те, которые потом взойдут для их же пользы. Понимаешь? Безусловно. И это только летние лагеря, а RoboThink вообще работает круглый год. Да. Расскажи об этом. Да, мы делаем наши лагеря сейчас, но после этого мы тоже делаем классы каждую неделю. Ты можешь приходить на это, чтобы больше учиться, потому что на лагере мы только там для 1 недели. Мы можем учить тебя, но это не очень много времени. Если ты хочешь очень много научиться, лучше приходить каждую неделю на классы, и это где мы... У вас там, по-моему, перерыв на 4th of July, да, получается? Да. Подожди, а вот еще раз, если кто-то, знаешь, нужно уточнять все время. Значит, каждый лагерный день состоит из 2 сессий с 9 до 12 и с часу до 4. У меня написано это правильно все, да? Да. И с 12 июня по 18 августа, разделенные на 2 сессии, как бы? Да, ты можешь на 2 недели приходить и новые вещи научиться в каждой этой неделе. А ребенок, который пойдет вот с 12 июня, а потом с июля по август, будет там что-то другое, потому что... Да. Точно, абсолютно, да? Потому что меня уже спрашивали об этом, что если мой ребенок будет ходить на 2 сессии, а в новую сессию придут новые дети, и как это все будет? Не надо будет ли ему заниматься тем же самым, что он занимался в июне? То есть каждый приходящий повторно уже не будет повторять то, что он делал, да? То есть он будет на следующий степ переходить, да? Да, конечно. Мы будем смотреть, чтобы там был, чтобы на 2 сессии чтобы там был где-то минимум 4 детей, которые может делать что надо на 2 степ. На 2 степ, да. Окей. Вы будете делать какие-то выставки того, что они там сделают, чтобы вот нам в газете показать, мы выставим на наш сайт, и вообще интересно посмотреть, что наши детки в результате наших действий способны соорудить под руководством Антона. Кстати, Антон, чтобы вы знали, родился здесь и молодец, не боится говорить по-русски, как говорят некоторые люди, которые приезжают взрослые, давно приехавшие, как-то подрастеряли так язык, на который они заканчивали школу и получали аттестаты зрелости, что они говорят, мы немного стесняемся говорить по-русски, потому что мы разучились говорить по-русски. Но я, конечно, хозяин-барин, мое дело на душе, я думаю, поэтому как можно разучиться говорить по-русски. А вот парень родился здесь, всегда был, но не стесняется и молодец. Конечно, мажешь ты много, но если я начну говорить по-английски, будет еще хуже. Поэтому ты молодец. О выставках вот этих, не выставках, а может заключительная какая-то такая
я не знаю, когда... Итоговая какая-то акция, да, вот чтобы что это показать. Видели, что они сделали, чего они добились. Да, каждый день, когда ты приходишь в конце дня, ты можешь видеть, что дети сделали, они будут показывать тебе и рассказывать, как все это работает. А что, каждый день они будут завершать какой-то проект? Да, Project? Каждый день они работают на несколько проектов. Мы сделаем фотографии, все, которые ты можешь видеть, на какие-то не видишь. Но последний проект всегда мы не будем разбирать. Ты можешь увидеть его прямо в конце забрать дня. с собой можно? Этот проект нет, но у нас есть сам, забыл сказать, factory, который делает все наши вещи. Мы не покупаем от никого, мы прямо все строим. То есть вам на заказ делается все, да? Да. Чтобы покупать эти вещи от нас очень дешево. Понятно. А экологически чистый продукт? То есть дети... Все нормально там, да, конечно. Окей. Что я хотел еще сказать? Молодец, а? Такое придумать. И главное, видишь, вот сияют глаза, верят. Ты говоришь, фиксируют, фотографируют. Это чтобы памяти у них было, что они сделали? Это или для вашего архива это необходимо? Это для родителей тоже, потому что не все хотят видеть, вот я что говорю, они да, сделали. конечно же. Это очень-очень важно. Конечно. Это, А вы можете старичка одного записать, потому что я смотрю, у него глаза горят больше, чем у тебя. Сереж, хочешь, тебе что-то нужно в доме? Робот какой-то? Я вот Антону говорил в начале нашей передачи, что я буквально сейчас очень много информации вижу в средствах массовой информации российских. Эта тема очень популярна, очень. И дети так увлечены, и это выходит на очень высокий уровень государственной заинтересованности в том, что делают дети на такой ранней Ты еще начинаешь стадии. сейчас там про государственную российскую интересованность. Нет, я не буду. Я не говорю. Мы любим нашу страну. Мы готовим детей для американских. Так это какая разница, если вот представляешь... Ты не ставь нам в пример российские телеканалы. Особенно русские дети, которые заниматься этим, будут приходить в американскую. Ты вначале правильно сказал, это какая разница? Я всегда говорю правильно. Хорошо. Хорошо. Если ты найдешь 3 друзей, можешь, я сделаю класс для вас. Вот это предложение. С 5 до 12 и с 60 до 70. С такой бригадой, да. Это хорошо. Кстати, молодец. Это перспектива. Я говорю, это же родители такие, я знаю. Молодец. Так бы, да. Антон, я хочу вам пожелать, во-первых, сказать, что наши двери всегда открыты. С нашего сайта, наших газет, нашего радио, потому что я всегда очень радуюсь, когда, я уже об этом говорил, когда следующее поколение за нами начинает вот пахать с таким интересом в глазах. Мы приехали, как твои родители, как мы приехали сюда первым поколением, никому. Мы начинали. Тебе, с одной стороны, легче, а с другой, наверное, и сложнее, потому что ты вернулся в эту же... Ну, то, что вот как горят глаза, это очень важно. А у кого горят глаза, да еще и голова на плечах, а я знаю, что у тебя и в голове все хорошо, все будет хорошо, потому что вы делаете удивительно важное дело для наших деток, которые потом, я уверен, скажут спасибо вам, дорогие бабушки, дедушки, папа и мама, братья и сестры, за то, что вы взяли за руку и отвели туда. Потому что хорошие связи, хорошая зарплата, умная голова и спорые руки. Огромное спасибо, Антон. Приходи к нам, предварительно позвонив. Хорошо. Вот. И с вами в студии был Александр Эдман и Антон Швец, руководитель компании RoboThink. Я еще раз повторю, на всякий случай, телефоны 2 лагерей, которые работают с 9 до 12, с часу до 4 дня. Это Вилмет. Только телефон дам. 847-345-47-64. Повторю его. 847-345-47-64. И в Лейк-Блав телефон 733-2863. Еще раз. 800-733-2863. 2863. И зарегистрироваться вы можете и посмотреть, что это такое вообще, на тройном myrobothink.com. Повторяю по буквам. myrobothink.com. Или позвонив по телефону, последний телефон на сегодня, обещаю, 847-219-99-03. Не мешкайте, у вас осталось не так много времени для того, чтобы сделать здорово для ваших деток. Всего доброго.
До Спасибо свидания. большое. Мы продолжаем наш эфир. Буквально до конца этого часа я хочу еще вас немножечко занять тем, что назову те знаменательные события, связанные с датой сегодняшнего дня, то есть календарь событий. Ну, а для тех, кто очень всегда интересуется праздниками, которые празднуются, которые прошли, напомню, что сегодня День работников легкой промышленности. Именно, да, вот тот прекрасный фильм, который у нас, наверное, у всех в сердце, служебный роман «День работников легкой промышленности». Он отмечается в некоторых бывших советских республиках по традиции именно в этот день. Так что, пожалуйста, если кто был связан с этой промышленностью, вас и поздравляем. Какой день еще сегодня такой знаменательный? Это, наверное, для тех, у кого есть близкие, знакомые или родственники в Бельгии проживают. Именно в Бельгии празднуется День Отца сегодня. Не забудьте, поздравьте, если таковые имеются. Из знаменательных событий, связанных с 11 июня, скажу, что в 1858 году в Санкт-Петербурге освящен Исаакиевский собор. А в 1982 году в США состоялась премьера фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин». Знаменитый голливудский режиссер Стивен Спилберг отмечал, что «Инопланетянин» самый личности его фильм, основанный на воспоминаниях детства. Вот такая история. В 1985 году автоматическая межпланетная станция Вега-1 достигла окрестностей Венеры. 4 июня 1960 года вышло постановление правительства СССР о планах освоения космического пространства, которое и предписывало создать ракету-носитель для полета на Марс и Венеру. И вот в 1985 году автоматическая межпланетная станция Вега-1 достигла окрестностей Венеры. Хочу, наверное, выделить тех, кто родился в этот день. Виссарион Белинский, русский писатель, литературный критик, публицист, философ, родился в 1811 году. Рихард Штраус родился в 1864 году, немецкий композитор и дирижер. В 1895 году Николай Булганин, советский государственный военный деятель, маршал Советского Союза. Японский писатель, нобелевский лауреат Ясунари Кавабата родился в 1899 году. И человек, наверное, имя которого известно практически, наверное, всем, Жак-Ив Кусто, французский океанограф и путешественник. Дата рождения 1910 год, именно 11 июня. Кто же еще из таких известных людей? Вот Георгий Граубен родился в 1929 году, советский и российский писатель, поэт, автор стихотворений для детей. В 1943 году родился Олег Видов, совсем недавно ушедший от нас, советско-американский киноактер, режиссер, продюсер. И, наверное, закончу этот список именем Дениса Мацуева. Он родился в 1975 году, российский пианист, общественный деятель, народный артист России. Вот такой, может быть, и не полный, но все же список, который я хотел вам озвучить, что и сделал. И завершим этот час музыкальным таким сопровождением. В этот день это, наверное, необходимо, и песня будет понятна и по погоде, и, наверное, по теме. Ёлка исполнит ее «Тело офигело». Так она и называется. Волейбольные поля на песке горячем, мяч лежать не хочет, по горизонту паруса, я как осоль. Но алавания точно была, фотосинтез на лице. Кожа загорела, релаксации полно, даже тело офигело. Несколько лет
у тебя мой путь, несколько лет света, оглядись, целый мир вокруг. This is Access Radio Chicago, 1240 AM, WSBC, Chicago. 11 часов, еще 59, и тут минут 30 где-то секунд, так что еще чуть-чуть время есть, чтобы этот час закончить. Но по традиции в это время мы встречаемся с Андреем Иванченко. Сегодня приятный день. Андрей с нами на связи. И я надеюсь, что он нас хорошо слышит. Андрей, добрый день. Добрый день, Сергей. Добрый день, дорогие радиослушатели. Позвольте начать наш с вами диалог с вашего небольшого творческого отчета, как у вас прошел предыдущий уикенд. Если это не такая тайна, я думаю, что такая терапия очень-очень всегда помогает. Нет, конечно, никакой тайны нет. Я приглашал, как говорится, желающих приехать. Те, кто не приехал, не смог, те могут пожалеть и позавидовать. Действительно, вот даже погода, несмотря на то, что прогноз был очень такой гнусный, она все равно отступила или расступилась под вот этими теплыми лучами такой дружеской атмосферы, когда люди собираются для творчества, для выражения, так сказать, любви, признательности друг другу. И это все даже пробивает небо над головой. То есть тучи были, но был даже ливень, но он четко начался ночью после того, как все легли, и закончился ровно перед тем, как там все вышли на свои утренние приветствия. И это было очень вот как-то символично. И все остальное тоже прошло очень-очень хорошо. Как вы понимаете, для многих людей, которые приезжают, конечно, это просто феноменальное такое чудо, что вот, столько лет спустя они уже забыли про эти бардовские свои поездки на байдарках, на гитарах там в России. Думали, что это все давно закончилось. И вдруг они приезжают сюда, видят, что все сохранилось и воспроизводится не хуже, а даже лучше с учетом нашего, так сказать, комфорта, который нам дает эта благословенная страна. Вот. Но при этом дух остается именно вот тот самый, понимаете, он песенный, дух братства, дух дружбы, дух какого-то такого вечного студенчества. Это здорово. Это действительно подзаряжает все батарейки. Это полностью позволяет выйти за рамки постоянных вот таких мелких стрессов, которые нас здесь все время достают, то от экономики, то от политики, то от ближних, то от дальних. Вот. А там все это, как будто, знаете, снимается и по-настоящему, правильно сказали. Это замечательная терапия. Советую тем, кто не собрался весной, приезжайте осенью. Тема Света всесмешная, революционный Свет, 17-й год, 100 лет, так что я думаю, будет вообще просто замечательное шоу. Первый раз приезжайте, не позабудете. Спасибо, Андрей. Я, знаете, не хочу пугать наших радиослушателей, но мы с вами очень часто говорим о тех необходимых действиях, которые нужно предпринимать, чтобы как бы обезопасить свою жизнь, сделать ее более комфортной. Сейчас непростые времена наступили, очень жарко. И у кого есть определенная возможность от этого избежать, находясь в помещениях, у кого может быть, и нет такой возможности. У всех различные и жилищные условия, тем не менее, и работа у некоторых на свежем воздухе, под открытым небом. Так что я представляю, какие трудности они испытывают в такую погоду. Не лишнее будет вам, пожалуйста, я вас очень прошу напомнить, что необходимо делать, помимо того, что мы все время говорим о воде. Я бы хотел, чтобы вы еще немножко, может быть, уделили время диете, питанию, которые в такое время вот лучше придерживаться. Может быть, лучше даже сказать выпивание. Потому что в такую погоду, вот понимаете, как раз нужно очень осторожно относиться к алкоголю. И интересную вещь я скажу. Почему? Не только потому, что он там отравляет организм, что он там может способствовать таким болезням, а по
по одной простой причине. Он толкает какой-то неумеренности. А вот что очень важно во время жары, это сохранение умеренности во всем. Даже если вы там работаете, действительно, по жаре, слишком сильно трудовыми подвигами увлекаться нельзя, потому что вы увлечетесь, потом очнетесь от теплового удара. Если вы просто развлекаетесь, вы увозитесь с детьми, там, с внуками, то же самое, понимаете, какое-то вот нужно соблюдать центрирование, то есть умеренность. Как-то во время жары нужно помнить, что сердце у вас уже не 20-летнее, и когда вы загоняете до высокого ритма, оно может соскользнуть в аритмию. И это может в лучшем случае закончиться головокружением и обмороком, а в худшем случае может быть что-то и посерьезнее. Поэтому вот умеренность – это очень важное средство противостояния вот этой жаре. Умеренный образ жизни, умеренное планирование. Куда-то вы идете на прогулку, обязательно через какое-то время нужно присесть, отдохнуть, всегда нужно найти тенек, всегда найти хотя бы просто, если некуда укрыться от жары, просто когда вы создаете покой и берете немножко воды там на голову себе или на шею, а попили немножко, это уже замедляет работу сердца. Наша задача во время этой жары максимально, это, в общем-то, дать сердцу и сосудам какую-то разгрузку, потому что сосуды расширяются во время жары, они стараются отдать как можно больше тепла. Давление за счет этого падает. И сердце начинает работать с повышенной частотой, даже если вы просто сидите, ничего не делаете. Разумеется, если вы идете, тепла вырабатывается еще больше, сосуды расширяются еще больше. И давление тоже еще больше падает. И вот тут возникает весь этот перепад. У кого-то гипертония, вдруг возникает гипотония. У кого-то наоборот сосуды, когда они расширяются, включаются гипертонические механизмы, они вместо этого, чтобы дальше расширяться, они сжимаются. И человек уже не может отдавать тепло так, как он отдает тепло обычно, а у него наступает, допустим, просто перегрев. Поэтому очень важна умеренность и мысли все время о своем сердце. Вот в этом смысле, конечно, алкоголь всякого рода, он не хорош не только тем, что он там действует токсически на ваше там сердце или что-то еще, на печень, но он снимает вот это вот ощущение умеренности. То есть вы утратите чувство, так сказать, возраста, утратите чувство опасности, и это может привести действительно вот к большим проблемам. Но это же самое касается пищи, понимаете, если идет неумеренное потребление каких-то жирных продуктов или каких-то просто обильных сладких вещей, всего такого вкусного, которое потребляется обычно в всяких пикниках и на всех остальных мероприятиях, то потом это действительно затрудняет работу диафрагмы, она не может опуститься вниз, она не может оттянуть от сердца, дать ему мощное такое растяжку и сокращение, чтобы справляться с этим недостатком крови в организме. И в этот момент, конечно, тоже могут возникнуть проблемы. Поэтому умеренность в питании, умеренность в алкоголе, умеренность в движении, постоянная забота о гидратации, то есть всегда должна быть бутылочка воды, не нужно прихлебывать на шею, на голову, если вдруг какие-то подозрения, что-то как-то вот не то, что там меня замутило, достать лед, если есть кулер какой-то. Отличная вещь, которую я помню, как-то однажды совершенно не для себя открыл, просто поехали на какой-то пикник в конце июля, была дикая жара, и у меня была какая-то головная боль, какое-то хорошее состояние. Я просто брал вот это змеем этот лед и клал себе на макушку. Он у меня просто таял прямо под руками. Я брал следующее. И это буквально было минут 15-20 такая терапия. И у меня пошла и моя головная боль, и эта жара мне перестала мешать. Все стало на свои места. Поэтому лед тоже хорошо иметь под рукой, и прямо вот на макушку, на затылок, он, когда лед кладите на затылок, он замедляет рефлекторную работу сердца. Это используется даже в множестве медицине, когда у человека очень тяжелая аритмия, чтобы ее остановить. Иногда, вот даже в фильмах, как-то там был фильм «Яра», они показывали, они опускают голову человека прямо в раствор со льдом. И это иногда удается таким образом остановить аритмию. Но частоту тахикардии снизить это удается всегда. Поэтому всегда вы можете, чтобы заметить работу сердца, лед на затылок, лед на макушку и немножко воды принять, потому что, как я уже сказал, что когда сосуды расширены, объем воды резко падает в организм, это идет к гипотонии и потенциально может привести к обмороку. Вот такие советы, Сергей. Андрей, большое вам спасибо за эту столь необходимую информацию. Я хочу вам пожелать сегодня провести этот остаток дня очень активно. Ну, вы сами прекрасно это понимаете. И я хочу добавить к вашим словам, что у нас есть и маленькие дети, о которых надо заботиться по-особому,
и пожилые родители, и наши братья меньшие животные, которым тоже нужна наша помощь именно в такую погоду. Которым тоже нужна всем вода и лед. Обязательно, да. Со льдом и снегом. Да. Большое вам спасибо и встретимся через неделю. Спасибо вам большое. Всего доброго. В нашем эфире только что выступал доктор Андрей Вайченко, руководитель Центра восстановительной медицины. Его офис расположен по адресу 985 South Buffalo Grove в Buffalo Grove. И отметили себе номер телефона, по которому можно связаться с специалистами этого офиса. Это 847-681-1161. И, наверное, подошло время еще одному блоку полезной информации. И еще хочу я, знаете, что сказать. Вот поступают звонки с вопросами, о которых я не хотел бы говорить в эфире, потому что есть просьба из семей, чтобы это не делалось, и создается вокруг этого ненужный ажиотаж. Если у вас возникли определенные вопросы, я всегда вам советую по всем таким вопросам обращаться в редакцию нашей газеты по телефону 847-715-94-07, что, возможно, вам помогут, чем возможность есть такая, а в эфире говорить на темы определенного характера, не рекомендуется, это по этическим причинам очень все понятно. Итак, переходим к блоку полезной информации. Область семейного права очень деликатна. Здесь действительно важно доверять адвокатам, представляющим ваши интересы, и рассчитывать на их опыт и знания. Лоу-офис Михаил Доман в практике более 28 лет. Адвокаты, которым можно доверять. Сложные разводы, поиск скрытого имущества, опекунство над детьми, добрачные соглашения. Адвокаты Михаил Доман и Леонид Соколов – надежные представители ваших интересов. Офисы расположены в Норсбруке и Чикаго. Звоните по телефону 847-897-52-88. Еще раз повторю этот номер телефона 847-897-52-88. Недвижимость, рент, транспорт, жизнь, программы выплаты пособий, пенсионное планирование для компаний и частных лиц. Я говорю о компании Risk Management Solution. Адрес 5 East College Drive, кабинет номер 104 в Арлингтон Хайс, телефон 847-392-88-58. Анжела Березовская, она у нас была в эфире, подробно рассказывала об этих программах. Детский хор Кампанелла представляет The Sound Music. Исполняется музыка периода барокко и романтического периода, народные современные произведения. Это все состоится в воскресенье, 18 июня, в час дня, Technic Towers Conference and Research Center по адресу 201 Вакиган Роуд в Норсбурге. Билеты для взрослых от $25, специальные скидки для пожилых и студентов это $15, для детей до 12 лет $10. Билеты доступны, и их можно получить на сайте campanellacenter.com. Пожалуйста, не забудьте, 18 июня, это воскресенье. Majestic Distribution. Продажа, установка каминов, запасные части и их замена. Лучшие специалисты и более чем 15-летний опыт работы помогут вам. Позвоните по телефону 847-741-64-64. Напоминаю об Шамбург Тойоте. Это прекрасная дилерская по адресу 875 West Golf Road в Шамбурге. Телефон 847-882-1800. Спросите Игоря Мэтта или Петра Янева. Приходите в просторную, светлую дилерскую. Прекрасные программы, финансирование от 0% на 72 месяца, программы без первого взноса. Все это можно получить. Еще раз повторю информацию, которая звучала в первом части нашего вещания. Лазерные процедуры в медицинском офисе Беллас
Санамед Спа, лучший лазер на маркете Кутера, самое высококлассное оборудование для лазерного удаления волос и пятен на лице и теле. Удаление волос начинается от $75 за участок тела. Специальное предложение. Упомяните Свет и получите 30% скидку на первый сеанс. Лазер Skin Genesis, лазерная терапия кожи для борьбы с возрастными изменениями, розацией, угревой сыпью, шрамами и улучшения состояния кожи. Также в офисе делают все виды филлеров, ботокс и другие процедуры для красоты. Бесплатная консультация. Доктор говорит по-русски. Для назначения консультации позвоните по телефону 847 298 33 38. Напомню, адрес 1400 Golf Road, кабинет номер 201, это в Диспленсе. Ну, у нас целый такой блок полезной информации о ресторанах. Наверное, в такое же теплое время стоит об этом поговорить, потому что есть где провести время. И все это позволяет вечернее время прекрасно встретиться с друзьями, многое-многое обсудить. Белла Виа, настоящая Италия, настоящий праздник. Дни рождения, бар, бат-мицва, корпоративные мероприятия. Все это можно провести в этом ресторане. В летнее время, именно сейчас, для вас открыто уютное патио на свежем воздухе. Позвоните по телефону 847-681-8300 или же приходите в Хайленд Парк по адресу 1899 Second Street. Приятно всегда говорить об этом юридическом офисе, потому что очень плодотворно он работает и помогает большому количеству людей. Я говорю о Oppenheimer Law Group. Адрес 750 Lakewood Road, кабинет номер 290 в Дирфилде. Телефон 847 520 94 00. Коммерческое, корпоративное право. Дела, связанные с недвижимостью, банкротство, завещание, наследство. Очень большой спектр вопросов, которые весьма успешно решаются в этом офисе. Еще раз повторюсь, номер телефона 847 520 94 00. Продолжу говорить о ресторанах, о Кайхана. Мы вот частенько говорим об этом ресторане 3223 Вестлейк в Вилмете. Телефон 847-251-03-60. Извините, 84. Вкуснейшие суши и блюда японской кухни. Все, кто посещает этот ресторан, всегда говорят об этом и делают это повторно и по несколько раз. Еще раз номер телефона 847-251-03-84. Все правильно. Следуя баварским традициям, Ховрахаус Чикаго предлагает вам попробовать блюда немецкой кухни. Традиционное пиво, развлечения. Вы можете насладиться обедом, ужином в уютной атмосфере. Адрес 5500 Парк Плейс в Роузнете. Телефон 847-671-2739. Коснемся еще страхового бизнеса. Star Insurance. Я говорю о страховом агенте Татьяне Блиновой. Телефон 847-760-9669. Здесь можно все перечислять. Это и страховка бизнеса, автомобильных, домов, жизни. Но, одним словом, позвоните по телефону 847-760-9669 Татьяне Блиновой и решите многие-многие вопросы. Компания State Farm, сразу же говорю номер телефона 847-215-20-30. Страхование автомобилей, также жилья, жизни, здоровья, бизнеса, пенсионные планы. Воспользуйтесь. Просто позвоните по этому телефону или же приедьте в офис по адресу 1117 Милуоки-авеню. Это в Ривервудсе. Ну, а это объявление хочу отдельно выделить. Буду говорить о Романе Шерри, о его офисе, который расположен в Арлингтон-Хайтс.